Мне сказал муж, что у меня очень дряблая кожа там. Понимаешь, Настя, у тебя слишком толстые ноги. Блин, что, мне реально ничего не поможет уже? Вы же там себе не накачаете там какую-нибудь такую попу на 5 размеров больше. Я хочу вот такие губы. Я хочу вот такое лицо. Мужчина ходит на лазерную эпиляцию? Из интересных случаев священник. Да вы что? Здравствуйте, я приветствую вас на своем YouTube-канале. Меня зовут Анастасия Оскольская. Я врач-дерматохирург, косметолог и дерматолог. Сегодня я пригласила прекрасную гостью Ольгу. Давайте познакомимся с ней поближе. Спасибо, Анастасия. Меня зовут Ольга Юрко, я коуч, медиатор, предприниматель. И я работаю с женщинами, с мужчинами, провожу коуч-сессии по поводу бизнеса, с мужчинами в основном, а с женщинами по поводу их отношений, по поводу бизнеса тоже. Благодарю, что пригласила. Думаю, сегодня будет какая-нибудь у нас прекрасная женская беседа, будет женский подкаст. Прежде чем посмотреть этот выпуск, подписывайся на мой YouTube-канал, ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно включите колокольчик, а также подписывайтесь на канал Ольги. Благодарю. О чем же наш сегодняшний выпуск? Мы с Ольгой, как две красивые блондинки, я считаю, что мы можем говорить о очень многом. Но данный выпуск о непринятии себя, о косметологии для мужчин и, конечно же, косметология для женщин. Ольга, у меня для вас есть первый вопрос. Почему так часто женщины не принимают себя? Мне сложно сказать, почему прям все женщины не принимают себя, но это обычно два фактора. Первый фактор – это внешний, например, какая-нибудь бабушка в детстве говорит: боже, что ж ты такая вот у меня, вот хорошо хоть умненькая, красивая не вышла, но хоть умненькая, да? И потом растет эта девочка, которая думает, что она некрасивая, но хотя бы умная. Или какая-нибудь тетечка приехала в гости и говорит: вот, конечно, хорошо, что у меня детки красивые, а у тебя вот как что вышло, то вышло, потому что вот за такого ты замуж вышла. И тоже это дети слышат. То есть какие-то внешние факторы, которые с детства, а есть какие-то внутренние. Вот бывает, что девочки, я разговариваю, девочки вырастают во взрослых красивейших женщин, и они себе придумывают какую-то отговорку или какую-то вещь, которая у них нет и быть не может. Например, вот я с одной девушкой разговаривала, и она говорит: я считаю, что красивые женщины те, которые выше, чем 1,75 м, а я 1,60 м. И все, и она себя автоматом считает уже некрасивой. Хотя, понятно, что это просто какое-то предубеждение. И, собственно говоря, если ты 1,60 м, вот я, например, 1,60 м, я же уже не буду 1,75 м, что же мне теперь делать? И ноги длиннее не станут, правильно? Тоже, что делать? Вот нужно себя принимать. Безусловно, знать, какие есть у тебя моменты, над которыми нужно работать. Вот если ты склонна или любишь булочки, склонна к какому-то набору веса, значит, нужно идти в спортзал, там приседать, как-то контролировать сладкое и так далее. А есть более легкий путь, вот придумать себе, что или роста не хватает, или еще что-то. И вот так рождается непринятие себя. Как вы считаете, соцсети влияют как-то на непринятие себя? Потому что сейчас Инстаграм, ТикТок, Ютуб, все это показывает какую-то нереальную картинку счастья, мира, благополучия, красоты, все в фильтрах и так далее. Вот это как-то влияет вот на женское непринятие себя? Конечно, влияет, потому что если посмотреть Инстаграм, вот сейчас уже началось новое движение, я смотрю, что набирает много просмотров, в особенности в ТикТоке, чем ты более несовершенна. То есть нужно так: если ты слишком совершенна, это Инстаграм, если ты не слишком совершенна, то там лучше продвижение в ТикТоке. И многие женщины начинают себя уже выставлять такие, как я есть, и да, я старюсь, да, у меня несовершенное тело. И вот сейчас это находит уже такую большую поддержку в обществе. Однако Инстаграм по-прежнему является идеальной картинкой, где выставляют идеальное тело отфотошопленное, кто отфотошопленное, кто нет, но тем не менее, яхты, роскошную жизнь и так далее. Если вам на это обращать все время внимание, конечно, можно, безусловно, каких-то тоже еще дополнительных пару комплексов подхватить. Но, девушки, в Инстаграме почти все врут, поэтому не заморачивайтесь. Или ищите те аккаунты, которые будут вас мотивировать. Я вот хочу сказать, что я тот человек, который не фотошопит ничего.
Вот я реально не понимаю, зачем выставлять эти отфотошопленные лица. Да, мне нравится, когда вот ты надеваешь фильтры, да, в какую-то историю, но я никогда не выложу рилс с каким-то фильтром, потому что, ну, это все-таки не я, да, то есть это как бы не совсем моя внешность, это не совсем мое восприятие. Понятно, что картинка диктует нам, да, какие-то вот обязательства, то есть что ты должна быть не отекшая с утра, красивая, встать сразу на марафете и так далее, но, к сожалению, ну, девчата и мальчата в жизни этого не происходит. Мы все встаем, да, с какими-то отеками, с какими-то неровностями и так далее, поэтому, ну, для меня тоже это странно на самом деле. Настя, знаете, если бы вы роскошная молодая блондинка с длинными ногами и с длинными волосами, худенькая, высокая, если бы еще вы что-то фотошопили, то я вообще уже не знаю, как остальным женщинам жить. А вас бы, наверное, вообще бы не пропустил бы Инстаграм, написали бы, все бы писали, что это искусственный интеллект. Спасибо большое, но вы знаете, все-таки давайте не будем сейчас вот нас смотрят зрители, да, давайте не будем меня идеализировать, потому что я все-таки у меня есть свои недостатки, и я тоже где-то учусь себя принимать, да, то есть мы все учимся, мы женщины, мы учимся себя принимать, но мода вот Инстаграма, да, она нам диктует порой вот что модно, да, какой нужно быть, и я к тому, что я в своей практике очень часто встречаю девчат, которые приходят и говорят: я хочу вот такие губы, я хочу вот такое лицо. Есть у меня клиентка, которая пришла ко мне на процедуру. Вы знаете, я никогда в своей практике не использую такие рекомендации непонятные. Вот, да, вот когда ко мне приходит клиент и говорит: а что со мной не так? Вот скажите, что мне нужно сделать? Вот я считаю, что это неправильно, потому что красота, она очень субъективна, да, и если, допустим, я вам, Ольга, скажу, что мне в вас что-то не нравится одно, а вы этого не замечали абсолютно, то есть, да, как бы вы просыпались по утрам и не видели этого, но когда я скажу, то вам это уже в голову засядет, да, это то, о чем вы говорили, что окружающие нам, да, что-то там говорят, там, про рост, про вес, про, там, морщинки, неважно, и в данном случае, да, то есть я никогда не навязываю людям, что им нужно что-то сделать. Вот как-то у меня такое отношение к этому, что вот ко мне приходит человек, и я говорю: вот вы просыпаетесь с утра, вы смотрите в зеркало, что вам не нравится? И вот то, что вам не нравится, я как-то помогу с этим побороться и скажу, что я могу от себя сделать. Потому что, ну, наверное, мы уже дальше об этом поговорим, но мода на одинаковые лица, она ушла, да, она уже позади. И, кстати, еще один интересный кейс, это про клиентку, вот, которая пришла ко мне и сказала: у меня очень дряблые локти. Скажите, пожалуйста, мы можем что-то с этим сделать? А вы знаете, ну, они же дряблые абсолютно у всех, то есть, да, там абсолютно другая кожа. Ну, то есть она не может быть такая, как на шее, такая, как на щеке, такая, как на периорбитальной зоне. И я говорю: ну, мы, конечно, можем что-то сделать, да, есть пути решения этой проблемы, но вы уверены? Она мне говорит: мне сказал муж, вот он меня гладил и сказал, что у меня очень дряблая кожа там, что она вот такая, как на пятке. И я хочу с этим что-то сделать. На самом деле я не буду кривить душой, потому что мне хотелось сказать, что у вас есть другие проблемы, на которые я бы в первую очередь, допустим, обратила бы внимание. Но ей это навязал, да, муж. То есть получается, что наши вторые половинки, они нам тоже как бы навязывают вот это вот непринятие себя. Как часто вы с этим сталкиваетесь в своей практике? Все время. Все время сталкиваюсь. Причем самое интересное, что чем красивее женщина, тем больше у нее навязанных каких-то стереотипов и навязанных, как правило, может быть, мужчиной или бывшим мужчиной, или каким-то экс-мужчиной, который как бы она про него уже и забыла, как про бывшего, какие-то там у нее негативные воспоминания, что он про нее говорил, остались. Ну, на самом деле тут же такое, как воспринимаешь. Смотрите, получается, мы реагируем на то, что мы вот во что мы верим. Вот, к примеру, вот если бы вам ваш муж, да, сказал, что: понимаешь, Настя, у тебя слишком толстые ноги. Вы бы сказали: ты дурачок или что? Я не могу понять. Ты куда смотришь? Какие толстые ноги, Я да? прошу прощения, он бы просто спал в спальном мешке во дворе у нас на земле. Это я сразу говорю, как бы так. Ну, то есть, вот, то есть у него были бы последствия, да, но вы бы никак никогда бы в жизни не поверили в это, потому что у вас прекрасные ноги, вы знаете про это, поэтому вас это не цепляет. Цепляет то, что вы действительно во что вы верите. Например, если та девушка, про которую я говорила в начале, которая там 160 сантиметров, при этом красивая, миниатюрная, прекрасная девушка,
Но она считает, что она недостаточно высокого роста. И вот если ей ее мужчина скажет, что, ты знаешь, вот если бы ты еще была 1,75 м, ну вообще ты была бы фантастическая. То есть вот если бы он попал в то ее вот больное место, которое она сама себе придумала, она бы ну, вот начала по-настоящему страдать. То есть это были бы какие-то очень высокие каблуки, там какие-то возможные, ну я не знаю, есть такие медицинские даже, насколько я знаю, операции, которые как-то удлиняют ноги. Не знаю, кто к ним прибегает, тем не менее. Вот, то есть, по большому счету, ну, то есть мужчины могут навязывать, но все зависит от твоей самооценки. То есть, конечно, по большому счету локти можно и увлажнить. Сколько той девушки было, которая пришла? Ну, никому не помешает увлажнить локти. Сделать там, я не знаю, что вы там сделали, скраб или гиалуроновая кислота, и прекрасно, вот она пошла счастливая обратно с молодыми локтями. По большому счету, если это поднимет настроение и, возможно, там, может быть, она бы и скрабом просто обошлась, но она к вам пришла. Вот. Но, тем не менее, это еще не самый страшный случай. Вот когда мужчины говорят, что нужно делать грудь, и тогда женщина идет к пластическому хирургу, вот, ну, вот мне кажется, это хуже. Вы сказали, что надо как-то реагировать, да, наверное, на то, если твой мужчина заставляет тебя делать грудь, а ты, допустим, этого не хочешь. Вот как отреагировать? Если не хочешь, нужно так и сказать. Ты знаешь, меня моя грудь полностью устраивает. А если он там, не знаю, вот, наверное же есть такие мужчины, которые говорят, а я пойду и М, найду. Пусть идет, ищет. Пойди найди. Иди, да, иди Ну, ищи. недалеко пойдете, М. да? Иди ищи. Ну, смысл какой? Потому что сначала это будет грудь, потом будет недостаточно хороша попа, потом будет недостаточно хороши локти, потом недостаточно хороши коленки и так далее. Ну, я считаю, что это неконструктивно, в принципе. Если девушка сама хочет сделать себе грудь, пусть делает на здоровье, но это ее тело, и ей принимать решение. А вот эти все насильственные, вот я бы хотела, чтобы у тебя там была грудь 5-го размера, и после этого идет девушка под нож, и это же мы же понимаем, что это ты один раз легла под нож, это же не навсегда. Да. Соответственно, ты один раз легла под нож на грудь 5-го размера, а потом через каждые 10 лет тебе нужно делать все то же самое. А вообще ты ее хотела, грудь 5-го размера, она тебе вообще подходит, ты вообще хочешь этого? Если ты не хочешь и тебе все подходит, нужно набраться смелости и сказать: "Спасибо, меня грудь полностью устраивает". У Все. меня такая ситуация, что я хочу увеличить грудь. Не то чтобы увеличить, да, есть проблемки после 2 детей, не буду скрывать. Вот. А муж, он наоборот говорит, я не хочу. Мне все нравится так. И у нас вот была дискуссия за эту тему очень долго. Я, можно сказать, уговорами и какими-то, знаете, вот Шантажом. моментами, ну, манипуляция, да, назовем это так, женская манипуляция. Все мы актрисы, вот. И вот такими вот шажками мы пришли к тому, что он мне как бы разрешил. Когда он мне разрешил, я стала думать, надо ли мне это. Вот. Поэтому вот тут еще такой момент, насколько сильно я ее хотела, или я хотела, чтобы он мне ее разрешил. Так, он не смотрит этот подкаст. Ну, это прекрасно. Мужчины вообще не смотрят наши подкасты, так что будем, так сказать, откровенны. Что тут делать? Это женский подкаст, мужчинам тут будет скучно. Я просто думаю, что, возможно, вы хотели услышать как бы его аргументы против того, чтобы вы делали вмешательство и подтверждение того, что вы для него являетесь вот хороши так, как вы есть, что он любит вашу грудь такую, как она есть, и что он при этом не хочет никаких искусственных имплантов. Мне кажется, что это как раз позиция взрослого мужчины. Давайте честно. Смотрите, я небольшой специалист в этой сфере, вот просто хотела вас спросить. Вот смотрите, те, кто делают, девушки делают себе попу. Сейчас я видела, что это делают 2 способами. Импланты и, по-моему, еще Липофилинг. липофилинг. Липофилинг, елки-палки. То есть, смотрите, его же, получается, потом ты не накачаешь, это же жир. Есть еще не только липофилинг, есть еще такой момент, вот конкретно я липофилингом не занимаюсь, но я проходила обучение увеличения ягодиц с помощью гиалуроновой кислоты. Есть гиалуроновая кислота, да, которая вкалывается в губы, в скулы, в подбородок и так далее. Но есть специальная гиалуроновая кислота для тела. Я вам больше скажу, ее даже в грудь можно сделать. Ну вот в моем понимании это так. Любая гиалуроновая кислота, которая лежит не на кости,
она опускается. Ну, конечно. Ну, это правило, Это, ну, как и конечно. все мы стареем, да, ну вот зачастую у нас Так как и славянская грудь, внешность. даже если просто не все Конечно. говорят пластические хирурги, а девушки молодые, они, наверное, не знают, что все-таки все те же законы физики действуют и на грудь сделанную тоже. Да-да-да. То есть, если вы ее сделаете, и она будет достаточно большого размера, конечно, первое время это будет очень красиво, но она потом точно так же, как красивая большая натуральная грудь, начнет менять свою форму. И это будет постоянный процесс. А когда это постоянный процесс, то это уже другая пластическая операция. И на других уже она условиях, и она более травматичная, ее более видно. И на самом деле, вот возвращаясь к тому разговору, что если девушка это делает, идя навстречу своему мужчине, потому что он, видите ли, любит грудь 5 размера, стоит ли игра свеч вообще? Стоит ли такой мужчина для того, чтобы ложиться под нож? Как вы считаете, Ольга, самооценка, она влияет на вот это вот желание женщины изменить себя? На самом деле, вот у меня есть такие истории, я с девушками всегда спрашиваю, в ТикТоке записываю, какая у вас самооценка по 10-бальной шкале, как вы себя оцениваете. Девушки чаще всего очень красивые. Вот я подхожу обычно к тем девушкам-женщинам, которые привлекли мое внимание. И, как правило, это красивые, интересные девушки и женщины. Вот я их спрашиваю про самооценку, и они всегда там говорят там 7, 8, 9, 10. Я спрашиваю, 10, если говорят, то это вообще редкий такой случай, это какие-то уже на самом деле достаточно прокачанные женщины, чуть старше, которые поняли уже свои достоинства, которые проработали там все какие-то там убеждения, что они недостаточно хороши. А вот молодые девушки, которые очень симпатичные, они говорят, вот у меня, например, я 7 баллов, потому что, ну, вот у меня там есть недостатки внешние, вот, и поэтому 7 баллов. Другие говорят, 8, я бы себе грудь сделала еще там. Кто-то еще там тоже говорит 6, потому что мне нужно похудеть. Вот у меня бока, а у меня там недостаточно там талия, у меня живот, и что-то они постоянно в себе наводят. Я просто хочу сказать, что внешность это не вся твоя самооценка, потому что, молодость это вообще товар скоропортящийся. Понятно, что мы будем и бороться со старением, и поддерживать себя как можно там дольше в таком цветущем виде, но тем не менее еще никто не был вечно молодым. Поэтому нужно иметь еще какую-то основу, какую-то опору в себе, знать свои сильные качества. Например, если, девушка считает, что она по внешности не слишком такая уж большая красавица, но при этом она прокачивает в себе начитанность, чувство юмора, свою собственную харизму, да она фору даст там любой самой большой красавице, которая будет сидеть в углу и считать, что у нее там ушки там оттопыриваются. И поэтому нужно знать. То есть, если ты все-таки считаешь, что твоя внешность, ты не королева красоты, на самом деле их не так много, прям таких совершенно идеальной такой красоты. И опять же, это дело вкуса. То что нужно делать? Просто знать свои другие достоинства, сильные свои черты. Как ты разговариваешь, как ты выглядишь, как ты можешь себя подать, насколько с тобой интересно разговаривать, насколько ты интересный собеседник. И тогда люди влюбляются не в твою внешность, а в твою харизму, в тебя как личность, в твою уникальность. И, безусловно, это нужно знать, это нужно в себе развивать. То есть нет абсолютно одинаковых людей, нет абсолютно одинаковых женщин, слава богу. И все мы уникальны, и поэтому у нас у каждого свои друзья, свои люди, которые нас любят. Если бы мы все были как одинаковые клоны, как было бы скучно, да? А так мы все разные. Кто-то любит блондина, кто-то любит брюнета, кто-то любит шатена, кто-то любит, чтобы было чувство юмора, кто-то любит каких-то, чтобы наоборот девушка молчала и сидела в обнимку со своим котом. То есть у всех свои желания, но ты должна знать, что в тебе такого, чтобы привлекать людей, или наоборот, что в тебе такого, чтобы ты знала, как с людьми сходить, с которыми ты хочешь. То есть ты должна знать про себя все. Вот это то, что я пропагандирую, то, что я говорю девушкам, женщинам. Ты должна знать про себя все. И это не только про внешность. Вообще, я считаю, что если бы наливали в этом заведении, то я бы выпила за ваши слова. На самом деле, это вот прекрасно то, что вы сказали, и в самом начале я поняла, что вот если бы вы мне задали вопрос, вот какая у меня самооценка, я не стыжусь, я бы сказала 7-8.
Так, Это давайте действительно так. поговорим об этом. Почему 7-8? Но вы знаете, у меня ответ такой: 8, потому что, возможно, будет лучше, а 10 это я приду к своему идеалу. Потому что, знаете, есть такое понятие «имея мечту». То есть, если я перестану о чем-то мечтать, да, мечтать в плане из себя тоже, развития своего, то, как я буду выглядеть, то, к чему я стремлюсь, да, потому что у каждого, ну, понятие идеальности и красоты, оно разное. То есть вот поэтому 10 я отдам себе той, которая дойдет до этого. Но вот живя эту небольшую, Мгм. непродолжительную, короткую жизнь, я понимаю, что, ну, в сознательном возрасте, да, я понимаю, что как-то всегда я буду стремиться к вот этой десятке. То есть я как-то себя оцениваю все равно на то, что я всегда могу быть лучше. Я понимаю, что когда я дойду до вот того, чего я себе сейчас поставила, я поставлю еще выше. Но это же не значит, что моя самооценка, она плохая, да? То есть, наверное, вот в разрезе того, как вы сказали, я бы себе поставила 10, наверное. Но меня всегда поражают, и я считаю, что мы это точно должны обсудить, как девушки, которые, по моему мнению, вот они не работают над собой, да. Такие девушки действительно есть. Они мне встречаются, причем довольно часто, потому что женщина, которая за собой ухаживает, и мы говорим про ухаживать, это не сделать маникюр, педикюр, нарастить ресницы или умываться, да. Ухаживать — это значит ходить в зал, это значит вести здоровый образ жизни, это значит развиваться, это не значит учить английский, ты можешь развиваться в своей сфере или просто там рисовать, да, иметь какое-то хобби. То есть вот таких женщин я встречаю много сейчас, которые этим всем не занимаются, и они оценивают себя на 10 из 10. 10 из 10. И они реально чувствуют себя так. И я в какой-то момент думаю, черт возьми, я не чувствую себя на 10 из 10. Я всегда куда-то бегу. Я бегу, бегу, бегу для того, чтобы стать этой 10 из 10 для себя. Потому что я прекрасно знаю, что спасибо, да, моей жизни, что я встретила своего мужа, для которого я — это 10 из 10. Он мне это доказывает и показывает каждый день. То есть я понимаю, что вот я для себя не 10 из 10. А вот для таких женщин, ну, я им завидую, но только не по-плохому, Мгм. по-хорошему, потому что вот реально, и у меня есть близкая подруга, с которой я это обсуждаю, для меня она 10 из 10, а для себя она таких же там 6, 7, 8 из 10. И когда мы встречаем вот таких женщин, которые в моем понимании, я не хочу никого обижать, но в моем понимании, да, не заняты такой кропотливой работой, как я, Мгм. да, и чувствуют себя так. Ну, для меня это шок. Вот как часто вы встречаете таких женщин, и вот как лучше, вот по вашему мнению, чтобы все-таки стремиться к 10 из 10 или ничего не делать, сидеть на жопе ровно и считать, что 10 из 10? Как лучше? Мгм. С моей точки зрения, лучше, когда 10 из 10, вот как я для себя это объясняю, что я в данный момент для себя делаю максимум из возможного. Да. То есть я максимальное количество раз хожу в спортзал, но я больше не, ну, у меня нет сейчас больше времени, то есть я хожу максимально. Я максимально много работаю, я больше уже работать не могу, я работаю максимально, сколько я могу сейчас себе позволить. Я стараюсь встречаться со своими друзьями на максимум, сколько я могу позволить. Я ухаживаю за своей кожей, хожу к косметологам. Максимум из того, что вот я сейчас могу сделать со своей кожей, я хожу и трачу на это деньги, время. Тем не менее, ну, то есть это максимально. Поэтому, ну, я больше ничего не могу сейчас сделать из того, кроме как загнать себя в какой-то угол и сидеть там и мучиться от какого-то несовершенства. Поэтому я это оцениваю другим образом. Если вы сейчас делаете, то есть у вас к себе претензии, что вы недостаточно что-то делаете, вам нужно провести анализ, где вот это недостаточно. И если, например, вы себе ставите 8 из 10, потому что вы не ходите в спортзал, а надо бы, это объективно. Ходите, пожалуйста, себе в спортзал и смело после этого ставьте себе 10 из 10, потому что вы себе поставили цель, пошли, ну, похвалите себя, значит, вы молодец. Если вам нужно идти к косметологу, да, заняться там уходом и уделить себе, своей коже внимание, точно так же телу и все остальное, а вы не ходите,
Да, вы можете ставить 8 из 10, напишите: мне нужно ходить к косметологу, мне нужно купить домашний уход, мне нужно там или дома заниматься, или как-то, не знаю, какие-то домашние методы, но я должна эту тему проработать. Вы начали ходить к косметологу или на домашний уход, или там сами себе делаете массажи, в зависимости от вашего дохода. И вы ставите себе 10 из 10, потому что вы молодец, вы себе поставили цель, вы к ней движетесь. Если постоянно, да, это, 9 из 10 мне нравится в том плане самооценка, потому что она как бы тебе говорит, что ты можешь еще чуть-чуть лучше, да, еще чуть-чуть лучше. Но тут тоже нужно аккуратно не загнать себя, потому что женщины работающие и женщины, которые с амбициями, да, вот что уже, так сказать, врать, как мы с вами, любят, так сказать, ставить себе какие-то планки и бесконечно бежать в погоне за сами идеал придумали себе и сами за ним бежим. Что касательно, единственное, что я хочу добавить, конечно, мужчина обязательно должен считать, что у вас 10 из 10. Ему ваши сомнения знать совершенно не обязательно. Если вы только не хотите послушать его, так сказать, альтернативное мнение, чтобы он говорил, что не надо, ты прекрасна, ты замечательна, ты прекрасна. Ну, тогда можно как женскую манипуляцию, да, использовать. Вот. Но вот себя недооценивать, потому что у меня там, понимаете, можно... Я вчера записывала ТикТок, мне один написал комментатор, значит, не могу не рассказать. Значит, у него в Инстаграме аккаунт. И он написал, что при всем уважении, учитывая ваш возраст, самооценка может быть только 6 из 10. То есть вот мне сейчас 49 лет, соответственно, его логика, то есть где-то лет через 10 мне, наверное, нужно с самооценкой 2 из 10 лечь и умереть. Но самооценка не имеет, если у меня нету вот этой вот там фишки о том, что понятно, что всегда есть девушки моложе, да, у 30-летней девушки есть девушки, которые моложе 20, у 20-летних 15-летние и так далее. То есть если ты будешь ориентироваться в своей самооценке на возраст, то так можно себя привести к глубокой депрессии, к самооценке 2 из 10, 1 из 10. Но на самом деле же не в этом дело, потому что я сейчас гораздо больше знаю про себя и умею, и у меня есть большие достижения, которые я вкладываю в свою самооценку. Поэтому я имею возможность не привязываться к своему возрасту и не вкладывать его в самооценку. Вот. А если, конечно, так сказать, мы вернемся к нашим девушкам, которые ставят себе 10 из 10, а у них в эту самооценку входит только их молодость и красота, то тут, понимаете, тут какая история? Тут, как мы говорили, молодость – товар скоропортящийся. И у них могут быть потом очень большие проблемы, потому что, еще никто не оставался всегда в 20-летнем возрасте, к Вечно сожалению. молодой, вечно красивый. Да. Еще у меня к вам такой вопрос. Я действительно сейчас такое ощущение, как будто я на сеансе у психотерапевта, но нет. Вот так раскрывается семейный медиатор, ребят. Да. Значит, вот как вот в нашем потоке, вот этом безумном, потому что я понимаю, я вас не так много знаю, но я так понимаю, что вы живете в таком же ритме плюс-минус, как я. То есть, да, постоянно все успеть, и как жаль, что в сутках всего лишь 24 часа. Я это говорю последние 3 дня на протяжении всего дня всем, кто меня окружает, потому что если бы еще было 4 часа, и мне моя подруга говорит, если бы еще было 4 часа, то ты бы точно сдохла бы, потому что она говорит, лошадь так не может работать. Вот. И вот все-таки как в этом ритме жить, да, быть вот в данном, я говорю за свой случай, да, я мама 2 детей, я жена, у меня есть свой бизнес, также я работаю наемным сотрудником, также я все-таки занимаюсь спортом, да, это и зал, и танцы, там какие-то еще моменты. Как в этом мире жить и не потерять себя, да? Как все успеть? Потому что сейчас мы живем в быстрое такое вот время, да, потому что не хватает всего. Я вот понимаю, что я сажусь вечером, вроде как бы на 10 минут в телефон, я смотрю, а там прошел час. То есть это был час такой бесполезной рутины на самом деле, но так или иначе. То есть вот очень сейчас такой вопрос стоит, да, вот как при этом всем там быть, да, кошечкой в постели со своим мужем, партнером ему в работе, чтобы он пришел с работы или там позвонил в любой момент рабочего дня и сказал там, котик, мне нужно тебе рассказать то-то, то-то, и иметь ресурсности, помочь ему, да, чтобы твоему мужу хотелось тебя набрать и рассказать, что у него происходит, поделиться с тобой. При этом оставаться мамой 2 ангелочков и не сойти с ума, вот, быть не спящей в Сиэтле все это время, и быть руководителем, да, то есть как вот это все совмещать? Можно ли так? Практика показывает, что можно. Нужно расставлять приоритеты.
То есть, конечно, нельзя объять необъятное, Да. но нужно уметь расставлять приоритеты. То есть есть очень простая практика, вот могу рассказать, и вы там, когда у вас будет свободное время, или даже вот сейчас мы можем с вами быстренько пройтись. Приоритеты. Вот из всего того, что вы перечислили, у вас есть бизнес, дети, муж, еще есть, да, наемная работа, у вас есть вы, да, то есть это все-таки большой труд поддерживать себя в таком прекрасном внешнем виде. Это на самом деле хорошо бы, конечно, было, чтобы так можно было родиться, как кукле Барби, и так всю жизнь ходить. Но, к сожалению, это много времени занимает, сил и денег. Поэтому приоритеты. Что у вас на первом месте вот сейчас, если брать? Вот если вот все, что вы перечислили, брать за единое целое, что у вас на первом месте, что вы, ну, больше всего для вас сейчас важно? Я стараюсь как-то менять это. Вот я себе как-то так вот сделала, что вот у нас суббота, всегда там есть ночная няня, и мы всегда субботу уделяем друг другу. Мы идем на свидание. У меня сын в эту субботу, я собираюсь, выхожу с мокрой головой, с тюрбаном, выхожу вниз, он выходит ко мне и говорит: а куда ты собралась, Мгм. накрасилась? Я говорю: я иду на свидание. И потом я себя ловлю на мысли, что он уже разговаривает, ходит в садик, и если он придет в садик, а они же там уже все рассказывают, и скажет, что мама идет на свидание, никто, наверное, не поверит в садике, что я иду на свидание с мужем. Мгм. А у меня по субботам свидание с мужем. То Мгм. есть мы стараемся как-то вот делегировать, я бы сказала, да, по дням Мгм. недели, как-то так вот все разбросать, чтобы я была, мое КПД было, да, в каждый день недели Мгм. похожим. Но на самом деле не хватает сна. Вот реально не хватает сна, потому что как бы покойно может только сниться, да. Мгм. Вот сна не хватает, и на самом деле сейчас очень многие клиенты приходят и говорят о том, что сна не хватает всем, да, это из-за ситуации в стране, то есть это понятно. Но как-то вот раньше, помните, говорили, что должна быть везде золотая середина. Но вот ее очень тяжело найти, потому что если ты где-то стараешься чуть больше вникнуть, у тебя что-то другое начинает проседать. И вот эту золотую середину во всем ее очень тяжело найти. И вот мне кажется, что, наверное, полный такой вот, ну, класс будет тогда, когда я найду вот во всем ее. Потому что все равно вот я, наверное, как какой-то идеалист, не знаю, дева по гороскопу, да, то есть мне всегда кажется, что я мало сделала, что я могла бы больше уделить времени детям, что я могла бы больше уделить времени мужу, что я могла бы там еще понять, что мы все не идеальны, и мы не можем. Но просто вот к вопросу о самооценке, да, есть же люди, которые вообще не парятся по этому поводу, да, видят своих детей там или мужа там раз в неделю, дай бог, за каким-то обедом. А для меня вот мне хочется не сойти с ума, вот в этом как бы плане, да, хочется остаться все-таки собой. Поэтому вот я, допустим, какие-то моменты, вот, допустим, зал у меня есть и танцы. Я знаю четко, что, простите меня, мои дорогие клиенты, простите те, с кем я не встречаюсь в это время, я планирую зал и тренировки, и только вокруг них я строю свою работу. Потому что я понимаю, что если я дам волю вот этому времени, записи, да, то я не смогу ходить в зал, я не смогу тренироваться, и отсюда уже вытекает не только твоя красота, да, зал — это и про здоровье тоже, да, это и твоя спина, это и твоя осанка, и твоя походка. Поэтому, ну, я пытаюсь, но я же говорю, вот все равно вот как-то тяжело, вот как не потерять себя? Ну, вы же как раз вы набрали, вы сейчас сказали своих 3 главных приоритета. У вас тренировки, да, у вас танцы и спортзал, у вас по субботам, то есть это приоритет, у вас свидание с мужем, и у вас все остальное подстраивается под эту вполне себе рабочую схему. Вполне себе рабочая схема. Я вот тоже всем говорю, что сначала я тренировалась после работы, сейчас я работаю между тренировками. Я достаточно много сама на себя трачу, потому что я всем говорю о том, что правильная позиция женщины, с моей точки зрения, это когда я у себя в приоритете. Вот я строю свой график, я строю свой день. Если кто-то его и планирует поменять, то это без моего согласия невозможно. То есть так мне не могут сказать, что завтра у тебя другие планы, ты завтра делаешь что-то, то-то. Сейчас уже так, я так уже так не работаю. Вот, поэтому все в приоритетах. Получается, что мы все делаем правильно. Получается, что так. Возвращаясь к вопросу внешности, ко мне очень часто приходят девчата и просят именно вот такие губы, вот такие скулы, вот такой подбородок. То есть еще остался все-таки запрос на вот эти одинаковые лица. На самом деле тенденция идет к тому, что мы стареем красиво, да, как мы уже говорили, и что
стареть красиво — это, наверное, сложнее, чем одинаковые губы. Вопрос в том, что не всегда одинаковые губы получаются, потому что когда человек приходит и говорит: "Я хочу вот такие", ты объясняешь, что, ну, у вас другой исходник. Поэтому, соответственно, я как-то стараюсь объяснять, но вот все-таки запрос этот еще остался. Но тенденция к тому, что мы все за естественную красоту. Мгм. Так вот, вопрос, как вы думаете, почему вот эта тенденция одинаковых лиц уходит, и к нам приходит ЗОЖ, ПП и красивое старение? Мне кажется, потому что тренд на то, чтобы все были одинаковые, приходит новый тренд на осознанность и на индивидуальность, и на уникальность. На самом деле, почему это хороший тренд? Потому что быть похожим на кого-то другого не так страшно, потому что уже есть кто-то, какой-то эталон, скажем так, красоты, на который, если ты будешь похожа, то ты вроде бы как себя сравниваешь и, ну, обезличиваешь таким образом. Быть самой, конечно, гораздо, ну, самой собой и иметь свою уникальность намного страшнее и намного сложнее. Потому что ты можешь не всем нравиться, и, ну, и это нормально. Ну да, не Кто-то купюра тебя 100 долларов, да? да, тебя кто-то может не находить красивой, ну, это нормально абсолютно. А если ты похожа на кого-то, то ты вроде бы как страхуешься от этого. Почему тренд уходит, слава богу? Потому что вот сейчас приходит тренд на уникальность, на индивидуальность. А уникальный, индивидуальный это какой? Это натуральный, то есть получается такой, как ты есть. Я за то, чтобы, если есть возможность что-то улучшить или что-то, так сказать, подкорректировать возможным методом, я за это. Я не то, что там я там противник пластической хирургии или эстетической медицины, ни в коем случае. Но я против, чтобы люди садились на вот эту, так сказать, иглу бесконечную переделывания, бесконечное улучшение, потому что, по сути, это может только усугубить. То есть если ты не работаешь со своей психикой, то ты усугубляешь эту историю, потому что ты так можешь к этому идеалу и не приблизиться никогда. Вот. Поэтому на самом деле сейчас как раз другой тренд про уникальность. Как вы относитесь к препарату Оземпик, Мунджара? Возможно, вы слышали биопатит. Мгм. Приходят ли к вам клиенты с запросом непринятия себя в плане веса? Вот что они не могут скинуть вес, там, вот как бы им это мешает жить. Да, есть. Как я отношусь? Я нормально отношусь в том случае, если есть какие-то показания. Насколько я знаю, я не медик, насколько я знаю, сейчас инсулинозависимые люди, у которых проблема с набором, со скидыванием, точнее, веса, они сейчас прибегают к Оземпику, да, и к его аналогам, и им очень хорошо помогает, это хорошие отзывы. Что касательно, может быть, против я бы выступила, если бы у там, женщины, мужчины небольшой вес лишний, типа 2-3 килограмма, которые можно согнать просто в спортзале или можно там с сбалансированным питанием, но они начинают колоть себе вот этот Оземпик. Насколько я слышала, даже есть уже такой термин, что такое оземпиковое лицо, что вот те, которые вот много его колят, что прям по лицам видно, когда начинают худеть, как они меняется как-то даже лицо. Да, Есть такое? да. На самом деле, хорошо. А как вы относитесь к людям, которые хотят похудеть не на 2-3 килограмма, а давайте женщина, которая после родов, она уже откормила грудью, и она не может увидеть на весах заветные там 55 килограмм, которые она видела до беременности. Ее это кроет, ее это шторит, да, она не принимает себя, потому что она, ну, давайте добавим туда еще немножко пострадовой депрессии, да, декрета, недосыпанных ночей, да, и вот все это она не может увидеть, потому что у нее она не может пойти в зал, она не может заняться танцами. Все, что она делает, это коляска, ребенок, она сидит в декрете. Но она хочет похудеть, и это не 2-3 килограмма, а, скажем, 8-10. То как так? Можно? Ну, я не если там нет никаких медицинских противопоказаний, если это не будет там как-то на нее какое-то действие такое. Ну, я, в принципе, по большому счету вообще считаю, что если женщина может распоряжаться своим телом по своему усмотрению. Единственное, чтобы это не Вредила? усугубляло, да, не усугубляло там какие-то другие проблемы. Если у нее проблем нет со здоровьем, и она может себе это сделать, и как-то, в принципе, достаточно безопасно войти и потом выйти из этого принятия препарата,
то она как бы вольна своим телом распоряжаться, как она хочет. Если бы, давайте так, я на себя скажу, если бы у меня была такая история, стала ли бы я колоть, возможно. Возможно, да. Я думаю, что я бы, наверное, тоже. Мгм. Просто мне сложно ее перетянуть на себя, эту ситуацию. Но когда я встречаю своих таких клиентов, я их понимаю. Я никогда не беру клиента, который хочет скинуть 2-3 килограмма. Это табу. Мгм. Потому что Это да, 2-3 килограмма, ну давайте честно, потому что это просто лень. Ну, 2-3 килограмма это можно лень. скинуть, да, Это давайте, лень. Это да, а отек. лечить, да, а Это лечить попила лень, 4 дня просека. да, а лечить лень оземпиком, это как-то уже слишком, это не по, ну, как бы, не по-людски. Да. Просто я все-таки больше отношусь к врачам, которые, да, я пропагандирую, да, похудение с биопатидом, но только тогда, когда оно действительно по показаниям. Вот как вы сказали, там это сахарный диабет, это ИМТ выше 25, ожирение, это Мгм. проблемы там с давлением из-за лишнего веса, опять же, все вытекающее, там высокий индекс НОМа, инсулинорезистентность, да. Но для обычных женщин, которые хотят похудеть, которые приходят ко мне, которые не на 2-3 килограмма, которые на 6, 8, 10, ну, наверное, я бы сказала, я Наверное, 10 рассматриваю плюс, обычно наверное. 10. Ну, потому что 6-8 это тоже ситуация полгода в зале, наверное, да, и то есть даже там с ребенком на площадке можно похудеть, если у тебя нет гормональных нарушений и так далее. Ну, плюс, если они уже есть, то в любом случае нужна сначала консультация эндокринолога, а потом уже сама инъекция. Одному человеку, вот я лично, вот сама по себе, если я буду есть 2 раза в день, я буду набирать. Ну, не то чтобы набирать, а вот отекать. Моя кожа мне не будет нравиться, как вот она мне нравится, когда я кушаю правильно. А для меня правильно это 5-6 раз в день, но маленькими порциями. Но да, я не могу себе этого позволить, когда я работаю, когда я постоянно в режиме, когда я выехала из дома в 10, приехала в 6, и я зашла домой, и все, на мне уже дети, я не успеваю. Поэтому, как бы, да, есть зал, есть другие виды спорта, которые помогают мне держать себя в тонусе. Но вот у каждого есть свой вот этот вот правильный ключик, да, мы все индивидуальны. Для кого-то хорошо 1200 там, калорий, да, в день, и он худеет, а для кого-то 1800, и он худеет. То есть за это время там инъекции человек подбирает себе его колораж правильный, с которым он худеет, потому что реально там по неделям видно, в эту неделю там потеряла килограмм, а в эту 3. И я говорю, вот 3 это уже много. И если подходить к этому с умом и правильно, то все будет окей. Но кто-то ж просто ничего не ест, вот реально ничего не ест, худеет на очень много, и когда препарат заканчивается, то есть они просто начинают наедать то, что они потеряли. То есть тут еще, конечно, очень много таких аспектов, но все-таки я считаю, что вот если можно помочь под контролем всего, да, анализов, врачей, консультаций, да, чтобы это все было не где-то там ручкой сам себе дома, потому что знаю случаи, когда люди передозировались этим препаратом, получили очень серьезные увечья, я бы сказала, да, то есть как бы не летальный исход, но увечья хорошие, потому что все эти ручки это все-таки без присмотра врача. Потому что человек покупает ручку, он не будет идти сдавать анализы. Так, у меня один вопрос могу сказать. Как он Так, называется? Я посмотрела у вас на странице, хочу сказать. да, Миолифтинговый массаж да, лица, да? да. А он ботокс же, получается, его делаешь, и он ботокс убивает. Он не убивает. Смотрите, всегда перед проведением процедуры девчата в студии спрашивают, скажите, как наличие Где у вас филлеров. ботокс? Отвечаешь Да, везде. наличие филлеров, наличие того, ну, как бы у косметолога никто не скрывает ни свой Ну да, возраст, понятно. ни свои инъекции и так далее. Мы Мгм. всегда спрашиваем, и если ботокс свежий, ну, реально 2 недели или там Мгм. месяц, как девочка сделала, то мы просто пропускаем эту зону. Поверьте, этот массаж, он настолько объемный, потому что для того, чтобы сделать лифтинг лица, недостаточно поработать только здесь, да, или в нижней трети. То есть обязательно нужно проработать лимфатические узлы здесь, верхний плечевой пояс. Это все захватывает руки. То есть для того, чтобы это все было гармонично и красиво, поэтому они спускаются вниз. И, конечно же, перед каждым массажем мы спрашиваем, вот какой, ну, что бы вы хотели больше, вот, да, уделить внимание, какой зоне. Возможно, это нижняя треть лица, и тогда будут прорабатывать больше нижнюю треть лица, но время массажа от этого не сокращается. Но я вот начинаю делать свои массажи тогда, когда меня уже ботокс отпускает, я понимаю, что скоро надо Да. колоться, и тогда я могу себе позволить пройти курс, ну, вообще безболезненно, как бы, да. Ну, у меня вот тоже как раз уже ботокс как раз отпускаю, думаю, надо прийти к вам пройти курс. А сколько нужно процедур?
Вообще нужно процедур 10, это мы говорим за курс. То Мгм. есть периодичность это 1-2 массажа в неделю. Но я хочу призвать женщин к тому, что это постоянная работа. То есть массаж это то же самое, как пойти в зал. Просто вы приходите к специалисту, который вам его делает. Недостаточно пойти 10 раз в зал и Мгм. увидеть результат. Да, ты его увидишь, безусловно. Но когда ты пойдешь домой, пройдет неделя, он пройдет. Поэтому это все-таки не инъекции. Хотя инъекции, они что же недолговечны, да? Мгм. Все как бы, всему есть свой срок годности. Массаж нужно пройти курс, а потом уже можно поддерживающие процедуры делать. Это очень крутая процедура выходного дня, потому что всегда ты после нее не отечный, классный лифтинг. У кого-то это, конечно, держится 3 дня, у кого-то 5-7. Все очень сильно зависит. А вы знаете, что такое НАД+. Ну, насколько я понимаю, это биодобавка, и я ее, по-моему, даже пью. У меня есть в чем? В капсулах. Мгм. Вот, Мгм. кстати, интересно. На самом деле это вот к нашему разговору про то, что мы идем за здоровье, за повышение своей вот этой вот силы, суперсилы, нехватки времени, хочется здоровья, хочется быстрее восстанавливаться, быстрее выздоравливать, быстрее становиться сильной, смелой, умелой. И вот это как раз про это. Но вот НАД+, на самом деле, это уже не первый год капельницы. Если мы говорим за капельницы, а не за биодобавку. То есть это капельницы всех звезд голливудских и так далее. То есть там Хайли Бибер, да, то есть себе там постоянно, можно сказать, в своих историях она постоянно показывает, что она лежит под этой капельницей. Вот, она будет самой молодой, потому что дает? Это жизненные силы, быстрое восстановление, молодость. Но действительно уже доказано, что вот как раз в биодобавках не работает это, что что, что это лучше всего доставка прямая внутривенная инфузия. И действительно ощущаются во время вот инфузии такие вот ощущения. Вот вы никогда не делали капельницу с магнезией? Конечно, делала. Ну вот когда вот, да, горячо везде по Мгм. телу, а там вот такое ощущение в кишечнике. То Мгм. есть вот как будто у тебя кто-то из звезд сказал, что кишки горят. Вот есть такое. И есть позывы, да, в туалет, как бы по-большому. Но есть такой спорный момент, что НАД+, он может запускать не только здоровье ваших клеток, но еще и если у вас есть какая-то раковая опухоль, то он увеличивает ее рост. Я, если честно, думаю, что это создано хейтерами, потому что, ну, нельзя просто так загуглить что-то суперсовременное и интересное, и чтобы там не было негативных отзывов, да. Что вот я недавно зашла почитать какие-то витамины, отзывы, я говорю мужу, давай купим эти витамины. Он мне говорит, а с чего ты взяла, что именно эти? Я говорю, ну смотри, здесь на iHerb там из 5500 оценок, там типа все 4,7. Он мне говорит, ты живешь в 25-м году, и ты реально думаешь, что отзывы пишут реальные люди? Я такая, он говорит, ну, а скажи, Мгм. пожалуйста, он говорит, когда ты в последний раз писала отзыв? И я задумалась, что я никогда не писала отзыв. Это другой тип людей. А вы когда-нибудь хейт в Инстаграме писали или в ТикТоке? Я Вы писала писали негативный. «ненавижу тебя», «ты бесишь меня», что-нибудь такое Я писали? писала негативный отзыв. Негативный отзыв? Да. Ну, негативный отзыв это такое, то есть это ничего страшного. Нет, а вот такой именно хейт вы писали? Типа хейтерские Да, комментарии? типа там Никогда. ужасная, просто там ты или там ты не профессионал, или зачем вообще я попала на эту страницу? А Нет, полно людей, которые пишут. нет. То есть вы хотите сказать, что хейтеры, они виртуальны? Нет, я хочу сказать, что это отдельный тип людей, которым нечем заняться, которые несчастливы, которые не любят этот мир и отдельно взятых людей или всех вместе. И вот они эту свою ненависть сидят и пишут в комментариях, что все вот, ну, их же много на самом деле, и они все это пишут. Нет, это просто определенный тип людей, которые пишут отзывы. Например, я иногда пишу отзывы, когда в каких вариантах? Когда, например, в букинге. Ну, в Когда букинге это пишут, да, святое пишут, что дело. ну, оставьте отзыв, я это могу оставить. Но, или там, например, ресторан, если мне что-то не понравилось. То есть что-то как-то меня вот такое могу написать отзыв. Ну, на самом деле. Но есть люди прям обожают писать отзывы. Но не хорошие, а плохие. Кто как. Ну, конечно, плохие, конечно, ну, так сказать, чаще. Но, в принципе, есть люди, которые и хорошие любят писать. Вот было то-то и то-то. Вот они как, вот нравится им.
Такое вот есть такое. Но мне еще очень сильно удивляют, вот когда женщина пишет отзывы какие-то негативные, это еще хоть как-то, ну, уже привычно, да, к этому, что вот у меня там на рекламе постоянно пишут, да ей уже ничего не поможет, это на моих вот видео, ей уже ничего не поможет, там еще что. Я всегда в рабочую группу пишу, девочки, я вот сегодня проснулась, я прочитала этот комментарий, блин, что, мне реально ничего не поможет уже? Что вот серьезно все настолько безнадежно. То есть я воспринимаю это всегда со смехом, потому что, смешно. ну, это реально же смешно, но, Конечно. не знаю, а кого мы должны были туда выставить? Ну, женщину, которая не будет морщин, которая будет вся идеальная, понимаете, что это просто реклама. То есть это, ну, как бы, не вижу в этом вообще ничего такого. Но когда мужчины пишут негативные отзывы, для меня это странно. Я вот все-таки не представляю своего мужа, который пишет где-то там негативный отзыв касаемо женской внешности. Вот даже будучи он там свободен и не женат на мне, я не представляю этого. Нет, так я же про что я говорю? Я же вот рассказывала, про который мне написал, при всем уважении, у вас должна быть 6 из 10, потому что у вас из-за вашего возраста. Есть такое, мужчины пишут отзывы. Вот у вас есть ТикТок? Да. Вот в ТикТоке пишут все, и мужчины, и женщины, и что они только не пишут. Видимо, это пишут те мужчины, у которых много свободного времени и на самом деле не очень много ума. Ну, я так думаю. Так, Анастасия, скажите, пожалуйста, а мужчины к вам ходят? Как мужчины за собой смотрят, какие они делают процедуры, и ограничиваются ли они просто масками, ботоксом или что там сейчас? Хоть губы делают мужчины? Мужчин ходит очень много. Я бы, наверное, сказала, что на некоторые процедуры больше ходят мужчины, чем женщины. Это что это? Вот культ мужской вот этой вот красоты, он тоже есть, реально. Сейчас, наверное, на телевидении, везде, на всяких просторах интернета, да, вот если посмотреть, вы вообще понимаете, что ботокса у мужчин стало так много? Это действительно так. И я реально считаю, что это нормально. Ну, женщина, она же имеет право за собой следить, а почему мужчина не имеет? Да, вот как-то поначалу, наверное, лет 10 назад, они как-то вот с такой скромностью, с такой вот, ну, не знаю, как будто из-под тишка они записывались на лазерную эпиляцию. Потому что когда-то я начинала, еще когда я училась в университете, я первая, куда я пошла, ну, понятно, что интернатура это одно, вот именно в косметологии это была лазерная эпиляция. Подождите, мужчины ходят на лазерную эпиляцию? Из интересных случаев священник в рясе приходил и делал наголо все тело. Все это руки полностью, ноги полностью, глубокое бикини, перианальная зона, живот, грудь. Настя, почему мы не начали с этого наш подкаст? И вот это он все время ходил? Вот это серьезно? Да. Куда катится этот мир? Понятно, что когда там залетает какой-то мужчина, 55 лет, весь такой загорелый, там, с белыми красивыми зубами, одинокий, на лазерную эпиляцию, там, глубокое бикини, ты это как-то хотя бы, это понятно, да? Ну, то есть это понятно в принципе. Но когда залетает священник, все снимает и просто вот так лежит, ну да, есть вопросики, честно говоря. Но это было еще 10 лет назад, то есть даже больше, это было, наверное, 12 лет назад. То есть сейчас священников у нас нет. Вот, они, наверное, посещают другие места. Может быть, они уже прошли полный курс. Вот, и поэтому мы их видим реже. Наверное, вы хорошо сделали эпиляцию, им теперь нет необходимости. У них отличный результат. Если вы священник, именно тот, пожалуйста, напишите комментарий под этим роликом. Все ли у вас хорошо? Мы за вас все переживаем. В общем, мужчин ходит много, и даже есть случаи, когда мужчина записывает свою жену на лазерную эпиляцию. И он уже отходил типа 5-6 процедур, и он приходит с ней, а она впервые. И вот это, кстати, к нашему тому разговору, что женщине вообще было ок, я так понимаю, все это время. Ну, то есть, 10-12 лет назад это уже разгар лазерной эпиляции. То есть это не то, что там она впервые об этом слышала, она слышала от меня показания, противопоказания, что нельзя, что можно, она об этом не знала. А у него уже, почти курс пройден. Это норма. То есть вообще норма. Увеличение губ у мужчин – это норма. Причем я против.
Ну вот хорошо, ботокс, ну окей. Против губ я тоже. Ну да, ботокс окей. Понятно, что это нормально и не так красиво, когда этот действительно такие прям глубокие заломы. Ну, можно, если это можно его избежать, это окей. Это не портит мужественность лица. Но губы, оставьте уже что-нибудь женщинам, что вы постоянно куда-то на женскую территорию. Есть те мужчины, которые заполняют дефект, допустим, шрам. А я считаю, что шрам украшает мужчину. И я не так я одна считаю. так считаю. Я да? тоже так считаю. То есть я считаю, что гиалуронка это, конечно, мимо. Не, губы это просто уже слишком. Скулы, подбородок, я считаю, мимо. Николай Тищенко. Жертва в современной косметологии. Но это он и пластическая хирургия. Но он же жертва. просто, это ужас какой-то, это антиреклама. Вот. На самом деле, да, но они делают гармонизацию. Вы знаете, есть мужчины, у которых такие женские черты лица. Вот они такие как бы не гармоничные, да, нету тяжелой нижней челюсти, нету скул. И вот они приходят на такие процедуры. Но на самом деле часто очень приходят на массажи. Это очень часто. Нет, а массажи все в порядке. Ну, это приятно, слушайте. Это как, Ну как вот лазерная релакс эпиляция такой. это стандарт сейчас вообще. Вот реально Я стандарт. не знала, честно говоря. Увеличение полового члена. Да вы что? Как это делается? Я это делаю, но не буду кривить душой. Уже 4 года от начала войны я вот не делаю. Я объясню, почему. Во-первых, это очень такая процедура, она... Вот смотрите, мы с вами две женщины. Если я у вас вижу, вот, что мне нравятся ваши губы, мне нравится ваше лицо, качество кожи, или там, где вы делаете маникюр, я вас спрошу об этом. Да спрошу, конечно. Конечно. Ну, мы же две взрослые женщины, вы мне обязательно дадите Конечно. контакт. Мгм. А вот мужчина, придя в баню с другими мужиками, скажет, что он, Увеличил ребят, член. посмотрите, у меня было 10, а стало, 18. Это все у доктора Оскольской я сделал. Но, конечно, он так никогда не скажет. Поэтому, соответственно, рекламы от мужчин не жду я. И поэтому... вот, Надо ставить таргет. ну, какую-то рекламу по городу ты тоже, ну, как-то... Нет, а что, прям настолько увеличивать? Нет, можно увеличить в реале на 2-3 сантиметра в длину. Если говорить про толщину, то толщину можно увеличить. Так, прилично. Можно нарисовать всякие венки, различные венчики, да, вот всякие формы и так далее, там уздечку получше прорисовать. Это все делается с помощью гиалуроновой Но кислоты. я вам скажу, это нужно предлагать тем мужчинам, которые приходят к вам на лазерную эпиляцию. Делайте им пакет. Называется пакет мужской. Мужское здоровье и счастье. Мужское Мужское счастье. богатство. Мужское богатство. Мужское богатство. Пакет мужское богатство. И женское счастье, вот так. Мужское богатство и женское счастье. 2 в 1. На самом деле, просто у меня это как-то было так. Вот когда я этому обучилась, есть просто постоянные клиенты, и ты, конечно же, закидываешь какую-то удочку, да, что вот, знаете, есть такая процедура, и не сразу тебе человек говорит, что он хочет или что у него есть какие-то проблемы, да. То есть потом он как-то идет и потихонечку начинает тебя там на одной процедуре спросить, а сколько денег стоит, а сколько то, а сколько сё. Есть один недостаток. Я не знаю, на самом деле, вернусь ли я к увеличению члена когда-либо. Мне кажется, мне мой муж не разрешит уже, да? Это было, кстати, до моего мужа. В общем, хочется сказать одно, что деньги не пахнут, и на самом деле эффект этот, он недолговременный, да? То есть он стирается в прямом смысле этого слова. Ну что, это гиалуроновая кислота. Гиалуроновая кислота натягивает воду. Соответственно, чем больше у тебя половых актов, тем длиннее их продолжительность, да? То есть тем, соответственно, быстрее ты его стираешь. Ну, это же понятно, да? То есть, как бы, это, я не знаю. Поэтому, на самом деле, все это такое, но мне кажется, что... Ну, то есть, если просто фотографировать его и не использовать, то хватит надолго. Хватит надолго. Если ничего им не делать, то хватит на еще дольше. Тогда зачем его делать? Ну, в баню зайти, да? Фотографии свои отправляй. Кстати, да, это никто не отменяет вообще. Это фотки члена. Ну, девочки, кому скидывают фотки члена в директ? Мне не скидывают, я замужняя. Вам скидывают? А раньше Нет. скидывали? Нет, раньше не скидывали. Вообще как-то не скидывали. Мне на свободной страничке скидывали. Да? Да. Что там было? Что-то приличное? Я не смотрела. Ну, может, и смотрела, но чисто с профессиональной точки зрения. Нужна ли, чтобы написать, да? Нужна тебе, дорогой мой, нужна, во-первых, консультация, а во-вторых, нужна моя услуга как косметолога. Да, Прайс увеличение прилагаю полового ниже. члена, допустим. На самом деле мужчины, видите, тоже не принимают себя.
И это реально, мне кажется, проблема. Вот смотрите, но я всегда считаю, что для женщин это большая проблема. Вот это мужская проблемка. Для женщины это проблема. Мужчинам всегда проще. Мужчина видит женщину. Ну, да, мы, женщины, умеем скрывать свои недостатки одеждой. И сейчас тренд на оверсайз, да, как бы огромные пиджаки, которые скрывают наши фигуры Мгм. и так далее. Но все равно как бы мужчина может понять за пару свиданий плюс-минус, какая грудь у женщины, какая у нее попа, да, какие у нее силуэты. А для нас это всегда, черт возьми, загадка. Ну вот серьезно. На самом деле, ну, это интересная, конечно, тема, но дело же не в том, наверное, как он выглядит, да, а дело в том, насколько этот мужчина хочет тебе понравиться, насколько он, в принципе, хочет проявить себя. Мне кажется, вот это более важно, чем какое-то самолюбование. Был у вас, да, был у вас, прошел процедуру, а потом только и делает, что демонстрирует, так сказать, то, на что потратил деньги. Ну, будет ли от этого толк, не думаю. Ну, значит, мы тоже, получается, прививаем им какие-то недостатки, если они приходят и увеличивают член, да? То есть уже настолько как бы это... Хм, Не знаю, может, он порно насмотрелся. Может быть, у него в голове... Понимаете, смотрите, какая история. Я думаю, что если он думает, что это его единственное достоинство, то он будет идти, тратить деньги и время на то, чтобы это достоинство имело максимально товарный вид. Если у мужчины совершенно другое понимание собственного достоинства, его достижения, его отношение к вам, его бизнес, его карьера, если он ну, как бы проявился как мужчина, как ну, по-настоящему мужчина с большой буквы, то ему это, ну, постольку-поскольку, потому что у него еще много есть других достоинств. Правда же? А если мужчина, ну, то есть, скажем так, это же, наверное, тот же типаж, который отправляет потом эти фотографии, ну, скорее всего. И он считает, что это единственное его достоинство, и его нужно максимально демонстрировать миру. Ну, так и выходит, собственно. Так, подводим тогда наши итоги. Девушки, хочу к вам обратиться. Знайте, что вы прекрасны. Если вы хотите прокачать свои сильные стороны и подтянуть свои слабые стороны, то прошу к себе на консультации. Если вы хотите стать еще красивее, я прошу к Анастасии к вам обратиться. Спасибо большое, Ольга. Мой вывод сегодняшний, что действительно мы живем в мире вот такой здоровой красоты, и давайте действительно не обращать внимания на тренды в Инстаграме, которые с фильтрами, а все-таки будем слушать больше себя и стараться больше успевать для себя и стареть красиво. Стареть красиво, кстати, не только внешне, да, а еще и внутренне, кстати, вместе с Ольгой это можно сделать, да, то есть научиться, как правильно распределять свою жизнь, да, и не потерять себя при этом, то есть, да, как быть бизнес-леди и оставаться классной мамой, женой, сестрой, дочкой и так далее. То есть, на самом деле, давайте красиво стареть и душой, да, взрослеть, и внешне вместе. Мне бы хотелось поблагодарить вас. Спасибо вам огромное. Я очень рада с вами знакомству воочию. Взаимно. Вы действительно мне очень импонируете. Вот как вот я вас увидела, знаете, в Инстаграме и видела ваши такие кричащие ролики, на самом деле, некоторые, которые постоянно откликаются, и их интересно смотреть. То есть они задерживают внимание и в ТикТоке. Мне это очень близко. Вот. И на самом деле вы очень такой открытый и классный человек вот в жизни. Да, благодарю вас. Мне очень приятно признательно, что пригласили. Спасибо вам большое. И вам спасибо. Ребята, подписывайтесь на мой YouTube-канал Доктора Скользкая, обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, что вам откликнулось, какие интересные у вас были ситуации или курьезные. Возможно, вы знаете этого священника, который в конце концов приходил к нам на лазерную эпиляцию, мы его разыскиваем, потому что мне кажется, что он не закончил до конца свой курс, но, по крайней мере, после курса он может еще прийти по необходимости. И подписывайтесь на канал Ольги. Да, жду вас, если вы хотите быть постоянно ментально молодыми и быть уверенными в себе, иметь хорошую самооценку, прошу, подписывайтесь на мой Инстаграм, ТикТок и Ютуб. Все оставим наши Инстаграмы, ТикТоки, Ютубы, все явки, пароли, все у вас.